шитье, сладой Христенко, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное шитье, лоскутное шитье, лоскутное шитье. Дамы, всем доброго дня! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас вторник, 612-й лоскутный эфир. И сегодня мы с вами поговорим о русском стиле в лоскутном шитье. Надо сказать, что как-то я вот постоянно последние несколько месяцев кручусь возле этой темы, да? И в нашей группе Telegram «Лада о лоскутном шитье» я специально выложила вам ссылки на 2 видео, которые мы снимали в 2021 году в Манеже и в 2022 году в Коломне. Ну, выставка в Манеже вот здесь, пожалуйста, вот вам ссылочка. И Коломна вот. Дело в следующем. В это время мастер из Иваново Марина Тулупова, руководитель клуба «Лоскутная мозаика», объявила проект «Русский стиль в лоскутном шитье» и собирала панно из таких вот квадратиков, которые вы делали, кто делал, конечно, помнит, да, «Русский стиль в лоскутном шитье». И вот фотографии вот этого сборного панно, этого сборного проекта очень ярко иллюстрируют, что же такое русский стиль в лоскутном шитье. Ну, давайте мы сейчас не будем долго разводить разговоры. Я сразу вам объявлю, что мы наше занятие по русскому стилю в лоскутном шитье разобьем на 2 части. В первой части сегодня будет подбор тканей, а в следующей части, в следующий вторник, мы с вами сошьем вот такой вот ланчмат. То есть мы прямо разберем, как его сшить быстро, красиво и точно. Внимание, да, как бы. И посмотрим, какие ткани, какие краски для этого ланчмата подобраны и почему. А сейчас переходим к практической работе, а именно к подбору тканей. Вот смотрите, вот перед нами образец ланчмата, ссылаясь на который мы с вами постараемся сделать подбор для, ну скажем, изделия, не обязательно ланчмата, одеяла, подушки, или наволочки, там, покрывала, пледа, ну, сумки, там, всего чего угодно, хоть занавесок в русском стиле. Тема богатейшая, поле богатое. Поэтому я предлагаю вам сразу сузить область поиска. Все мы знаем, как выглядит российский триколор. Поэтому давайте в изделиях, которые в русском стиле, договоримся, что мы будем с вами использовать, ну, скажем так, 2 цветовых тона и еще ахроматический белый. Итак, мы с вами используем синий и красный. Да? И разбавляет у нас всю эту историю белый или беловато-бежевый или беловато-серый цвет. По поводу узора, там, колодец, там, шитье углами или что-то мы поговорим чуть позже. Давайте только про цвет. И вот для того, чтобы наш узор с вами был читаемым, нам с вами нужно подобрать красные, да, белые и синие ткани. Смотрите, сколько всего. И давайте сейчас попробуем поговорить, какие узоры нам подойдут. Говоря о тканях в русском стиле, я бы сказала, что это ткани, конечно, синие. Посмотрите, вот с мелким рисунком, да? Возможно, ткани не обязательно вот чисто конкретно синие, ну вот таким с красно-синим рисунком. Смотрите, на коричневом фоне. Посмотрите, да? Ну, это вот синий, рисуночек мелкий. Это что у нас? Красный, рисуночек мелкий. Ну, горошек, конечно, да. Вот, пожалуйста. Это что у нас? Это у нас с вами узор пейсли. Узор пейсли имеет очень длинные корни. Корнями этот узор уходит и в Индию, и в Персию, да, как бы. То есть пейсли, вот они. Пейсли – это огурцы. Вот они, огурцы.
Считается, что это огурцы, да? Посмотрите, тут вот, если мы посмотрим на этот узор, тут есть все. И элементы русских кокошников там, и еще какие-то там очень хорошо знакомые нам с детства элементы. Ну вот узор пейсли. Вот здесь тоже узор пейсли. Ну, посмотрим, подойдет ли он нам. Вот на мой взгляд, вот этот узор не подойдет. Ну, посмотрим почему. Теперь посмотрите. Светлый цвет. Фактически это красный, но он розовенький, да? Мелкий цветочек. Посмотрите. Это что у нас? Это у нас тоже светлый мелкий цветочек. И вот посмотрите на белом фоне, ну то есть на ахроматическом фоне, ахроматический рисунок пейсли. Давайте посмотрим еще некоторые ткани. Вот смотрите, вот глядя на наш с вами образец, да, мы можем заметить одну характерную особенность. Все ткани, все тканёшки, которые здесь есть, они все с мелким рисуночком. Посмотрите, вот здесь мелкие белые цветочки на красном, да. Вот здесь фактически тоже мелкий цветочный рисуночек. Здесь мелкий цветочный рисуночек. Вот этих лоскутов осталось буквально пара штук. Вот он, посмотрите какой. Значит, здесь, посмотрите, цветочный рисуночек мелкий, здесь цветочный рисуночек мелкий, здесь цветочный рисуночек мелкий. Но еще какая характерная особенность есть у этого изделия. Очень четкое распределение по светлоте. Смотрите, темный, светлый, темный, светлый. Средних цветов, промежуточных, ну, скажем так, сочетание серого и серого в хроматическом варианте почти нет. Это значит, что для того, чтобы наше изделие было удачным, успешным и хорошо читаемым, главное, то есть должен быть значительный, не критичный черно-белое, но значительный развал по светлоте. И сейчас давайте посмотрим ткани, которые вот мы сейчас попробуем прямо сделать выбраковку. Вот прямо сейчас в прямом эфире. То есть какие ткани подойдут, какие не подойдут. Итак, с точки зрения цветового тона мы с вами берем оттенки синего, да, и оттенки что? Красного. Вот этот желтый мы превращаем в бежевый, то есть добавляем в него светло-серый и белый. Ну и в принципе вот этим мы обойдемся. А вот с точки зрения светлоты, посмотрите, мы берем примерно из темных. Видно, да, вот. Я специально не стала наш хроматический стандарт брать. Он у вас есть в Телеграме, в закрепленных сообщениях. То есть нам нужны вот примерно вот такой темности темные ткани. Не обязательно синие, они могут быть и красные. И примерно вот такой светлости светлые ткани. Ну, то есть светло-серый, но не идеально белый. Теперь давайте посмотрим. Так, синие ткани. Вот у нас стопочка синих тканей. Вот еще синяя ткань, да. И где у нас еще? О, у нас много всего. Посмотрите. Вот еще синие ткани. Вот еще синие ткани. И вот даже черная ткань. Ну, давайте вот с черной ткани начнем. Во-первых, если вы видите, она не черная, а она такая графитово-черная. То есть тут не такой черный цыганский цвет, а такой он спокойненький. И на фоне вот этого черного белые цветочки. Посмотрите, вот тут бордовые цветочки, белые цветочки. И вот чуть-чуть голубоватые даже цветочки. Вот эта ткань, то есть ахроматический графитовый, плюс на его фоне синие и красные цветочки с белыми нам подойдет. Мы договорились, мы любим цвета красный, синий и белый. Хорошо. Значит, вот эта ткань. Сомнительно, она может подойти только как контрастная белая. Но, если честно, вот эти вот лопухи синие мне не очень нравятся, да? Синеватая такая ткань. Теперь, что касается вот этой ткани, посмотрите. Здесь наши любимые пейсли огурцы. Вот это, да? Посмотрите ткань. Но я бы эту ткань использовать не стала. Почему? Потому что она как раз не черная условно и не белая условно. Видите, да? Она как раз вот тут в этом промежутке находится. Она фактически серая. И нам, ну, может быть, ее можно использовать, но не хочется, как бы, да. А вот эти пейсли синие на черном фоне, посмотрите, они-то нам как раз и подойдут. Вот они, видите, да? Значит, откладываем, вот это подойдет. Глухая синяя ткань.
А глухая синяя ткань интересная, между прочим. Почему? Потому что вот этот рисунок на ней напоминает классическую кубовую набойку. Видно, да? Кубовая набойка – это белая на синем, условно говоря. Эта ткань, скорее всего, кандидат у нас. И, возможно, это кандидат на участие вот в этой кайме. Видно, да? Условно говоря. Посмотрите, потому что она темненькая, с незначительным фоновым рисунком. Будь рисунок почаще, ну такой чуть-чуть, вот более частый как бы, можно было бы использовать, наверное, где-то в центре. Но вот здесь просится все-таки в кайму больше. Так, эту синюю откладываем. Ну, аналогично вот этой синей, почти все то же самое, да? То есть похоже на кубовую набойку, в русский стиль укладывается, но подойдет на кайму. Вот эта ткань. Светловато, сомнительно как бы. Пока откладываем в категорию сомнительные. Вот эта ткань то же самое. Она и не белая, и не серая. Хотя рисунок вот здесь вот мне очень нравится. Просто очень нравится. Ну, хочу вас сразу утешить. У нас есть вот такая ткань бежевая. Вот такая вот. Вот она подойдет светлая с таким же рисунком. Смотрите, да? Вот мы ее обязательно используем, но давайте чуть попозже. Вот эта ткань. Мелкие цветочки. Но я капризная сегодня. Мне не нравится вот этот синевато-фиолетовый фон. Он как-то не слишком русский, что ли. Пока отложим, да? Птички. Птички крупноваты. Фон хороший. Он такой густой синий. Но птички крупноваты. Не нравится. Нет. Вот этот. Ну, это снова можно в кайму отложить. Посмотрите, да? Наша песня о кубовой набойке. Вот они примерно здесь. И вот этот, наверное, тоже. Хорошо. Вот эти ткани хорошие, но они серые. Мы их откладываем как кандидаты. Да, как кандидаты. Но в каком случае мы их сможем использовать? Смотрите, вот пример. Видите? Вот у меня серенький использован только в центре. Один раз, да? Потому что он не очень контрастный, а на его фоне расположены очень контрастные блоки. Вот такие вот. То есть, в принципе, можно, но не обязательно. Так, серый пока отложили. Этот серый пока отложили. Так, вот этот бело-голубой, да? Вот этот нам подойдет как фоновая ткань. Это была какая-то панелька у нас. Ну, в принципе... То есть, как фоновая ткань кусочками, она нам здесь вот и даже вот здесь, наверное, все-таки подойдет как светлая. Прекрасная синяя ткань с мелкими цветочками. Идеальный кандидат на наш русский стиль. Берем. Эту точно берем. Эту пока откладываем, потому что она никакая. Но посмотрим. А вот это вот шикарная, шикарная, посмотрите. Это, конечно, подойдет, потому что она темная. Это слишком темная без рисунка, не годится. Но это вообще в японском стиле. Вы о чем? Что у нас? С иероглифами что-то? Нет, не подходит. Что у нас еще? Вот очень спокойная ткань, посмотрите. Напоминающая гжель. Я думаю, что это наш кандидат на дальнейшее участие. Черная. В принципе, да, скорее всего, немного, но может зайти в какие-то наши проекты. Ярко-синяя с мелким рисунком. Скорее всего, да. А вот эта ткань, смотрите. Здесь вот прямо рисунок, да? Если мы будем использовать просто отдельно эти квадраты, вот здесь все, что нам нужно, как бы, смотрите, синий, светло-бежевый, светло-желтый, пунцовый, идеальный вариант, кстати, да. Но, знаете как, он вот в такие изделия не заходит. То есть, как резать вот эти квадраты? Просто так резать? Ну, нет. То есть, вот эта ткань хорошая, но для других проектов. Мы ее отложим в совершенно другое место. Вот еще, смотрите, синий, он годится как светлый. Теоретически вот этот узор, он на светлом фоне и сам светловатый подходит. Но, смотрите, видите, здесь все квадратиками. Вот когда вы будете резать квадраты, у вас что-то съедет. И узор будет смотреться не идеально, некорректно как бы. Я бы вот для шитья углами вот таких тканей старалась избегать.
Идеальный кандидат. На темно-синем фоне белые мелкие цветочки. Прекрасно. Берем. Вот это вот узор, который нам, как ни странно, тоже подойдет. Почему? В силу мелкости вот этого рисунка. И в силу того, что мы не воспринимаем вот этот узор как волны. Мы его в треугольничке будем воспринимать только небольшим фрагментом. Да, вот таким вот. Подойдет нам этот узор. Ну, этот я вам уже показывала. Пейсли, да. А вот эти пейсли, посмотрите, они светлее. То есть они слишком светлые. И возвращаясь к нашему ахроматическому кругу, сейчас, посмотрите, они где-то вот здесь, вот в этом промежутке, вот они. Скорее всего, нет. Но в каких-то проектах возможно использовать. Скорее всего, нет. И вот мы с вами собрали пул синих тканей. Посмотрите, я вам все еще раз выкладываю. Вот они все. Это в светлые, темные. Так, это что у нас? Ну да, будем считать условно ее темные. Вот хороша прямо. Ну, это вообще просто вот находка. И вот это хорошенькая, вот такая с мелкими цветочками. Ну и у нас еще есть так называемые полукандидаты, как я их называю. Вот такие вот ткани. Ну, вот не нравится прямо, вот не ложится. Не знаю почему. А вот это вот такая вот. Мне нравится, но она слишком светлая. Так, все, синие закончили, красные. И переходим к красным тканям. Скажу честно, здесь есть где разгуляться. Смотрите, вот на таком кирпично-красном фоне пестренький мелкий узор. Скорее, да, но он у меня не вызывает как бы вот радости. То есть он мне не живым кажется. Вот этот узор я уже ткань вот эту применяла в ланчмате, посмотрите. Ну, знаете как, вот эти цветочки очень украшают, из-за этого вот подходит эта ткань. Вот это идеальный кандидат, темно-бордовая. И вот идеальный кандидат. Посмотрите, вот эта ткань на красном фоне, ярко-синие цветочки. Смотрится изумительно. Вот это вот просто супер. Вот эти две просто супер. То есть вот это у нас будет супер, это не супер. Вот ткань, тоже на красном фоне с листиками. Ну, скорее да, но мне как-то не нравится. Вот эта ткань, смотрите, красная, она темная и однотонный, очень фоновый мелкий узор. Скорее всего, эту ткань нужно отнести вот сюда, к кайме. То есть она может хорошо сыграть в кайме или в окантовке ланчмата. То есть сейчас мы ее пока что отсюда уберем из списка. Вот такая бордовая, да, однозначно, да, прямо вот шикарно будет. Вот такая красная, скорее да, то есть она вот, знаете как, она сероватая, ну, то есть она у нас вот здесь где-то, да, но теоретически она подойдет в силу вот мелкости ее рисунка. Вот эта ткань супер, да, да. Значит, смотрите, вот это вот вроде как бежевая, да, и она похожа вот на такую ткань, как бы. Но теоретически она нам подойдет, потому что хорошая ткань, она вот где-то вот здесь находится, вот в черно-белом варианте. Вот такая ткань, однозначно да. Вот это с мелким цветочком, однозначно да. Это однозначно да. Вот с этой я бы подумала. Но скорее все-таки да, потому что тут цветочки, там ля-ля, нормально подойдет. Вот это хороша, цветочки мелкие, но она слишком светлая. Вот это цветочки черные, ну какая-то она слишком агрессивная, что ли. Не знаю, не нравится. Вот еще красная. Подойдет. Вот это однозначно подойдет. Вот это она вроде не красная и не черная. Вы знаете, я бы эту ткань, вот эту и вот эту, из ланчмата все-таки увела, потому что ланчматы – это декоративная история. А вот в части красной рюшкой по белу сарафан на подоле в лоскутную одежду, вот это был бы идеальный вариант. То есть вот эти ткани две я изыму, из соображений того, что их можно использовать в других проектах. Хотя они и в этот подходят. Что у нас еще есть? Вот такая красненькая.
Да, но она как-то слишком желтит, но давайте посмотрим. А, вот, да, вот. Любовь моя, да, вот она, смотрите. Не совсем русская ткань, как бы, но вот на черном вот эти розочки хорошо будут смотреться. Давайте ее возьмем в наш проект, вот в эту. Вот еще черная с ягодками. Скорее, да, но она слишком черная, то есть слишком агрессивная. В принципе, можно попробовать ее на кайму, но как-то мне не очень. Хотя сама по себе ткань хорошая очень. Давайте мы ее отложим вот сюда, вот в этот проект. Вот еще тканюшка, аналогичная той, которую я вам показывала, синюю. То есть, если вы собираетесь делать проект с квадратами, ну, вот русские узоры, то, конечно, она идеально вам подойдет, да. Но для наших целей, то есть для целей вот этого проекта, наверное, все-таки лучше этой ткани избежать. Продолжаем красные. Вот у меня осталось 2 лоскута очень красивых, посмотрите. Вот это цветочки мелкие красные. Сразу скажу нет, потому что здесь много зелени. И здесь много зелени, и этот рисунок, во-первых, мелко порезанный, он потеряет всю свою привлекательность, а во-вторых, вот эти вот ягоды все утянут на себя как бы. Поэтому вот это отложим до лучших времен. Теперь, смотрите, вот красный. Видно, да? Вот это наш с вами кандидат, потому что эта ткань в ланчмате будет смотреться хорошо. Ну, аналогично вот такой ткани, она очень на нее похожа. Ну и вот у нас еще стопочка, смотрите, да? Вот посмотрите, вот эта ткань нам бы хорошо подошла. Но здесь есть один недостаток. Английские буквы, поэтому не подходит. Вот эта ткань красная нам подойдет на окантовку. Вот сюда. Она спокойная, немножко такая потированная. Идеальный вариант, хорошо подойдет. Хотя она неплохо будет смотреться и в центре, вот здесь. Вот эта ткань слишком яркая, слишком крупные цветы. Нет. Эта ткань мне не нравится, честно. Хоть и фон желтоватый, но какие-то цветы страшные. Нет. А вот это вот как раз то, что нам нужно. Смотрите, мелкие цветочки на красном фоне. Ну, прямо красота. Берем, оставляем в нашем проекте. Это что у нас? Красивые мелкие и белые точечки. В принципе, подойдет, но много зеленого. Пока отложим. Вот эта ткань. Красивый нежно-коралловый цвет, но возвращаемся вот к этой мысли. Он вот здесь, этот цвет. Вот здесь вот он. То есть он не белый и не серый. Сомневаюсь, пока откладываем. Ну и сразу вдогонку посмотрите. А вот этот розовый, видите, да? Он даже с геометрическим рисунком. Ну, здесь геометрический рисунок очень невнятный. И вот это, скорее всего, подойдет нам как красный, только мы его положим светлый. Туда же, куда мы положили вот такой синий. То есть это у нас будут вот эти светлые квадратики. Такие вот. Ну, вот эту ткань я бы взяла, она мне очень нравится. Так, листики. Нет, в другой проект. Ну, просто жалко листики сюда убивать. Это, вот эта серенькая, скорее такая буренькая. Скорее, да. Вот эта красная, знаете, скорее нет. Потому что она слишком интенсивно красная. Я бы ее отложила. А вот это вот красное, я думаю, что нам подойдет. Как думаете? Ну, напишите мне, если что. Это слишком темное. Это слишком алое. Ну, скорее, да, подойдет. Это тоже желто-алое. Ну, в принципе, неплохо как бы. Надо просто посмотреть, как она будет сочетаться. Вот еще интересная ткань с цветами и птицами. Но это не наш вариант. Во-первых, птицы резать это будет расчлененка, а во-вторых, крупноват узор. Тут среднеузорный рисунок. Не наш вариант. И вот это вот тоже аналогичная ткань. Среднеузорный рисунок. Тоже, скорее всего, не наш вариант. Вот все, что я отложила в сторонку. Смотрите. Большую часть из этих тканей тоже можно использовать, но когда у вас нет вот таких. И вот есть еще одна очень интересная ткань, вот такая.
Вот такая ткань. Здесь букетики роз. Вы знаете, сложные у меня к ней отношения. Здесь очень хорошие цвета. Здесь хороший зеленый, здесь хороший красный, здесь хороший бежевый. Но я бы эту ткань вот для основного узора не брала. Я бы ее пока отложила тоже в кандидаты. Ну, а сейчас давайте перейдем к светлым. Итак, для узора нам нужны светленькие ткани с незначительным фоновым рисуночком. Ну, конечно же, вот она. Вот эта вот бежевенькая ткань. Видите, да? Она прекрасно подойдет. И еще есть, ну, не похожая, но вот аналогичная ткань. Вот такая вот с узорчиками. Она тоже сюда зайдет хорошо. Хотя это не типично русский узорчик. Ну, он просто хороший светлый фоновый узорчик. И вот эта синенькая тоже хорошо зайдет. Еще есть вот такая ткань желтенькая. Вот, смотрите, желтые кружочки. Но, на мой взгляд, синяя все-таки лучше. Поэтому желтенькую отложу. Есть еще вот такая ткань. Вот. Она здесь использовалась у нас несколько раз. Хороша тем, что вот эти круги, это какая-то новогодняя ткань с какими-то новогодними шарами. Но здесь вот в силу вот мелкости вот этого узора, вот этого, она зайдет прекрасно. Мне очень она понравилась. Возьмем ее. Конечно, возьмем вот эту серую. Не потому, что здесь русский узор, а потому, что она серая, и на ней такие белые точечки. Вот, посмотрите, белые такие блики. Хорошо она заходит в этот узор. Скорее, да. У нас еще есть вот такая бежевая ткань. Я, кстати, вот специально достала вам эту ткань, чтобы показать. Ткань очень тонкая, это японская, да. Иногда... Вот Тамара Ивановна Санчес, Телавира, очень русские мастера, многие рекомендуют использовать изнанку. Посмотрите, здесь вот, на мой взгляд, изнанка в наш проект зайдет лучше, чем лицевая сторона. И не стесняйтесь, пожалуйста, использовать изнаночную сторону ткани. Вас никто за это не накажет, не осудит. Вам просто это даст больше богатства по контрасту, то есть большую контрастность. Вот еще ткань, которая с пейсли, я вам ее уже показывала, ахроматическая, то есть черный рисунок на белом фоне, нам подойдет. Почему подойдет? Ну, мы знаем почему, потому что она все-таки светло-серая. Еще раз возвращаемся вот сюда. То есть эта ткань у нас где-то вот здесь находится, вот в бело-сером варианте. Вот у нас еще несколько бежевеньких. Они почти аналогичны между собой. Вот эта ткань нам подойдет. В силу чего? В силу того, что здесь такой приятненький, незначительный, фоновый, спокойненький, бежевенький рисуночек. По-моему, эта ткань есть у нас в учебном магазине. Но если не найдете, дайте мне знать, я выложу. У меня есть вот рулон. Теперь смотрите, вот аналогичная. Да, подойдет. Смотрите, хорошо, да? Хорошо. Вот эта ткань тоже спокойненькая, с таким фоновым рисуночком. Но она скучноватенькая. Ну, в принципе, кандидат. Вот это чешуя, ну, красная чешуя. Скорее, да, но она мне не нравится своей беловатостью такой. Не нравится. И вот белоземелька. Ну, какая она белоземелька? Фактически тот желтый цвет, как бы желтоватый, да? Ну, вы знаете, скорее да, но на фоне вот этих тканей, мне кажется, она существенно проигрывает. То есть ее можно взять, но когда нет другой какой-то поинтереснее. И вот еще остался вопрос вот с этими двумя тканями. Что думаете по этому поводу? Вот эту, наверное, можно. То есть она аналогична вот этой беленькой с розочками, смотрите. Но она слишком яркая, и в ней слишком много зеленого. Хотя можно попробовать. Я бы попробовала все-таки, потому что она будет хорошо играть, дополнять. Вот, допустим, такую красную ткань. Видите, да? Ну, сразу раз такая игра появилась. Здорово, да? Скорее всего, да. Ну, только вот с этой тканью. И вот у нас фоновая ткань. Видите, да? С деревьями. Она такая плавная, фоновая. Скорее всего, я бы ее не взяла. Потому что она не годится даже на кайму. Она слишком спокойная. В ней слишком много белого.
белого, да? Ну, то есть как-то вот, наверное, нет. Наверное, другой проект. И у нас остался вопрос, что же сюда и что же сюда использовать. На кайму. Предположительно, она у нас будет темно-синий. У нас с вами списочек есть. Мы в самом начале его смотрели. Помните, да? Ну, вот эти, они, смотрите, если кайма вот прямо вся будет такая однородно темная, будет смотреться немножко мрачновато. Но это тоже зависит от контекста, что у вас будет в середине. Если у вас тут будет взрыв яркий, как бы, то, возможно, вот такая вот подойдет. Вот, типа кубовая набойка. Это, скорее всего, на окантовку. Эти птицы, всем хороши птицы, но они калибри. У них, видите, длинные клювы такие. Не знаю, не наши это птицы какие-то. Не нравятся они мне. В темную часть каймы у нас подойдет вот такая ткань. Смотрите, да? Вот такая вот. Но, на мой взгляд, она не слишком синяя. То есть она более ярко-синяя, а здесь более темно-синий цвет использован. Но у нас с вами на кайму есть несколько хороших еще кандидатов. Ну, кроме вот этих, которые мы выделили. Ну, конечно, это синий в цветочек. Но смотрите, вот этот синий, это не вот такой синий. Вот этот синий уже кончился как бы. Этот более простецкий, и в нем больше фиолетового. Но теоретически подойдет. Подойдет вот этот синий. Вот этот как раз синий чуть-чуть погуще, да? И вот эти перышки, они разбавляют эту синость, но ее не портят. Шикарная кайма будет вот из этого. Вот из этих. Вот это орнамент. Но! Здесь есть одно но. Здесь рисунок, орнамент геометрический. И если вы где-то ошибетесь, будет смотреться некрасиво. Вот это хороший вариант, почти прекрасный. Вот я считаю, что вот это супер идеальный вариант для вот такой каймы. Вот он. Ткань, по-моему, есть. И еще, как ни странно, подойдет вот такой коричневый. То есть он тоже будет смотреться, на мой взгляд, достаточно органично, если широкая часть каймы будет примерно вот такого цвета. Это про широкую часть каймы. Про светлую часть каймы мы сказали, что, скорее всего, вот это, но не очень нравится. И вот тут-то может сыграть свою роль вот такая вот голубенькая. Вот тут-то она вот сюда, видите? Сюда-то она как раз и подойдет. И в качестве каймы нам еще может подойти вот такой бежевый, почти идеальный вариант. И вот такой вот. Вообще-то это японская ткань, очень тонкая и хорошего качества. Ну, поскольку тут огурцы, это, конечно, вписывается все в русский стиль. Единственный недостаток, слишком она желтовастая, но тоже зависит от контекста. И еще на кайму может подойти вот такая серая. Вот такая вот серая. А окантовка красная, потированная, желательно однотонная. Если вы шьете ланчмат, допустим, ланчмат, используя вискозные салфетки или салфетку для уборки, одну секунду, сейчас покажу. Смотрите, на Озоне я за очень небольшие деньги купила вот этот огромный рулон. Это хлопок технический. Называется он, конечно же, половая тряпка в рулоне. Опробовала вот на таких ланчматах. Получается прекрасно. Во-первых, они хорошо стираются. Во-вторых, у них хорошая фактура после стирки. Их можно даже не гладить. А если хотите гладить, глажки вот это вот не боится. Это хлопок, не синтетика, как бы, да. Ну и в качестве вот задника, если вы используете вот такую штуку, да, можно использовать любую ткань, не обязательно для пэтчворка. То есть, в принципе, она может быть любой. Ну и немного забегая вперед, раз уж мы повернули наш ланчмат на левую сторону, наизнанку, здесь, конечно, стежка мозги. Не очень хорошо заходят стежки прямыми строчками, мозгами заходит прекрасно. Если вы любите стегать мозгами, вот ланчмат, стегайте мозгами. Любите стегать перьями, стегайте перьями. Любите стегать камушками, стегайте камушками. Здесь стежка играет в основном техническую роль.
Краткое резюме нашей сегодняшней беседы. Русский стиль в лоскутном шитье – бездонная тема. И в силу своего разумения я сознательно попыталась эту тему сузить, то есть для конкретного изделия, ну для этого в частности, свести ее к синему, красному и белому, условно-синему, условно-красному и условно-белому. То есть мы выбираем 3 цвета. Хотя преспокойно можем пользоваться ахроматическим черным. Смотрите, он тоже сюда очень хорошо пишется. Рисуночек желательно либо вот такой мелкий, либо пейсли. Вот как вы видите, все вот эти ткани с мелким рисуночком, да, посмотрите, вот они как бы. Я сейчас слышу за экраном вопль «Где купить?». Пожалуйста, в нашем учебном магазине большая часть ткани, вот, которую я вам сейчас показываю, в основном есть. Если вы не найдете там чего-то подходящего, ну, в принципе, будете искать, конечно, и в других местах, я полагаю. Ну, конечно, лучше у нас, сами понимаете, да? Но, в принципе, ваша задача, чтобы рисуночек был мелкий, и чтобы в нем не было каких-то крупных элементов не русских. Вот помните, я вам показывала вот такую ткань, да? Вот она, в принципе, меня бы устроила. Не будь на этой ткани надписи «Ноэль» не русскими буквами. Здесь не русская «Л» и не русская «Н». То есть О и Е меня устраивают, Н и Л меня не устраивают. Так, теперь по цвету и тужимся, да? То есть мы с вами пользуемся в основном что? Синим. И вот густым синим такой, глухой синий, да? И красным. Вот здесь мы пользуемся. Это цветовой круг Пошугаева. Мы его проходим в курсе цветоведения. Часто в магазинах продается вот такой круг. Я его не люблю, скажу вам честно, и не показываю его с целью рекламы. Я его вам показывала только с одной целью – показать оттенки серого. Ну, вот они тоже здесь не очень удачно расположены. У нас в нашей группе Telegram вверху нашей группы есть закрепленные сообщения. И там закреплена полоска такая, ахроматический стандарт. Вы, в принципе, можете пользоваться этой полоской, это куда более выгодно. Еще момент. Наша группа в Telegram. Те, кто нас смотрит, в основном нашей группой в Telegram «Лада о лоскутном шитье» пользуются. Но кто первый раз или зашел случайно, еще раз. У нас есть группа Telegram «Лада о лоскутном шитье». Ссылка на эту группу у вас внизу в комментах. Вы можете в эту группу зайти, потому что я там периодически публикую лоскутные новости еженедельные, ссылки на эфиры, которые подготавливают вас к тематике. Вот, допустим, сейчас у нас эфир в русском стиле, как бы русский стиль, да, и я вам дала ссылки там на 2 эфира. Это, по-моему, 380 и 449. Значит, где уже эта тема мной или другим спикером, или мной и другим спикером как-то уже освещалась. Это очень интересно и здорово расширяет ваш кругозор. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Очень многие люди опять стали спрашивать, видимо, ближе к осени дело движется, Мичуринский, дачи как бы все вскопаны, там урожай только осталось собрать, да? Конечно же, по возможности начинайте учиться лоскутному шитью. Я вам дам ссылку на онлайн-школу по лоскутному шитью. То есть, что значит онлайн-школа? Это значит, вы спокойно на своей швейной машинке в домашнем режиме, без воплей поездок там за 3-9 земель, спокойно учитесь по советской такой системе хорошей, где у вас домашки проверяют. Ну, оценки мы не ставим, но хорошо как бы или не принято домашнее задание, это есть градация. То есть вам не дадут соскочить во что-то неправильное. Причем у нас преподает Ирина Юрьевна Муханова, это мастер лоскутного шитья, автор 9 книг, поэтому все прекрасно с этим. Поэтому, если намерены учиться, учитесь. Специально сделали так, чтобы это были невеликие деньги. У нас абонентская плата помесячно, то есть покупаете абонемент, сколько оторвал, столько читаю. Сколько успели пройти за месяц? Ну, кто успел много, тот молодец. Кто успел немного, тот тоже молодец, потому что дотошно проходил, как бы. То есть учиться можно по абонементу, можно купить весь курс целиком и навсегда. Это выбор уже за вами.
Ну и еще я хочу сказать, что вот сегодня вторник, а до воскресенья, до 27 числа, в Национальном центре России на Краснопресненской набережной, это метро «Деловой центр», идет выставка лоскутного шитья. Она небольшая, но там работы, которые отбирал, ну, очень хороший дизайнер, они там со вкусом подобраны, небольшой зал, там это фойе концертного зала, но тем не менее, у кого есть возможность, приходите, посмотрите, потому что это интересно. Плюс еще в четверг будут, по-моему, мастер-классы, и, по-моему, еще не все места разобраны, там будет Таня Лазарев со своими бусами. Ну, то есть живые мероприятия, живьем у нас проходят. Я веду кружок лоскутного шитья, в клуб лоскутного шитья в Московском долголетии. То есть жизнь идет, потому что помимо онлайн-обучения, а это важно, онлайн-обучение удобно, люди еще хотят вживую общаться. И, конечно, кто хочет, способы общаться вживую находит. У меня на сегодня все. В следующем лоскутном эфире 613. Не забывайте, что он будет также во вторник, через неделю. Мы с вами будем шить ланчмат. То есть я вам покажу, как раскроить максимально экономично, как шить максимально экономично, чтобы вы получили удовольствие, лишней ткани не потратили, и чтобы все восхищались. Кстати, вы обратили внимание, какое на мне платьишко, да? Вы же поняли, почему сегодня такое платьишко на мне, да? Русский стиль. И чтобы вот когда вы сошьете что-то, это не обязательно может быть ланчмат. Это может быть корзинка какая-то в русском стиле. Это может быть одеяло в русском стиле. Одеяло получится шикарными. Вот кантри просто конфетка будет стиль. Можно шить такую сумку в таком стиле. Ну, то есть, научившись на ланчмате, вы, конечно, можете все что угодно в таком стиле шить и радовать себя, родных и близких. На этом все. Следующий эфир в следующий вторник. Приходите, будем шить ланчмат как положено. Всем удачного дня! Лоскутное життя, сладе Христенка, отдыхай душой, наслаждайся моментом. Лоскутное життя, лоскутное життя, лоскутное життя.